Точно так же, как и в прошлом году, нас ожидает пак, скорее всего, на 250 футболистов. Правда, это не подтверждено, не опровергнуто, но учитывая, сколько донатных игроков появилось с обновлением базы данных, скорее всего, это будет пак аналогичный прошлогоднему. На сей раз главной звездочкой пака будет привычное для нас лицо, это амбассадор eFootball в лице Лионеля Месси. Но и на нем этот пак не заканчивается, и как мне кажется, в сравнении с прошлым подобным паком, он смотрится даже поинтереснее, что касается партнеров бигтаймовской карточки. Поэтому в сегодняшнем ролике давайте обсудим бигтаймовского Месси, сравним его с прошлогодним бигтаймом из пака MSN и быстренько пробежимся по всем партнерам, которые будут сопровождать Месси в этом наборе. Ребята, у меня для вас реально новогодняя новость. Сейчас на PlayRock идет огромный розыгрыш. Уникальный игровой компьютер елка. Еще 4 мощных ПК в спецдизайне. Макбуки, айфоны, PlayStation 5, Xbox и еще куча призов. Траты в декабре неизбежны. Подарки, игры, пропуск. Классика. Так трать средства с выгодой. Каждая покупка от 500 рублей на PlayRock превращается в билет в новогодний розыгрыш. Покупай то, что планировал, и параллельно получай шансы на серьезные призы. И чтобы было максимально выгодно, на PlayRock сейчас идет отдельная новогодняя акция. Сотни скидок и самые привлекательные цены на товары. А тут есть буквально все, что нужно геймеру. Также на PlayRock можно пополнить свой аккаунт Steam, и с моим промокодом вы сможете это сделать с нулевой комиссией. Хочешь закупиться игровыми товарами или пополнить Steam без комиссии? Делай это по ссылке в описании и используй мой промокод. И помни, в декабре тебе не избежать трат для себя или друзей. Так лучше покупать там, где за это дают шансы на реально крутые подарки. Итак, Лионель Месси, 19 лет, стиль креативный плеймейкер, тогда как сам он представлен на позиции правого нападающего. Как мне кажется, и я в принципе отмечал это в ролике на основном канале, его стиль связан в первую очередь с тем, что при нынешнем геймплее все реже используют фланговых нападающих. И чтобы карточка не сильно потеряла в актуальности, ее сделали доступной и для других позиций тоже. Ну, как сказать, сделали доступной. Чтобы можно было ее заигрывать и на других позициях, не теряя в том же самом стиле. Это как раз таки первый момент, который отличает новую карточку от прошлогодней, ибо версия из пака MSN была представлена исключительно как фланговая карточка. Правый нападающий со стилем продуктивный вингер. В принципе, ничего такого. И вот если уже посмотреть на основные цифры, то может сложиться впечатление, что разница между версиями не такая уж и огромная. И забегая наперед, скажу сразу, что если у вас есть карточка из пака MSN, то я более чем уверен, что новая версия вам не нужна. Несмотря на имеющиеся различия между этими карточками. Они, конечно, имеются, но, как мне кажется, они не настолько существенные, что ради этого стоило бы лезть в подобный пак. Итак, цифры взаимодействия с мячом у двух карточек в основном схожие, но с той лишь разницей, что у молодого Месси также присутствует динамичный дриблинг, который эти показатели также невольно бафает, то есть улучшает. Также новая карточка будет чуть-чуть побыстрее, ибо у прошлогодней версии скорость в зеленой зоне, тогда как у новой версии они также в бирюзовой. Но в то же время у прошлогоднего Месси цифры для исполнения сокола как будто бы чуть-чуть получше. Это касается и силы удара, и подкрутки, и реализации. Конечно, можно иной раз прокачать игрока под себя и убрать с того же самого дриблинга, накинуть на реализацию или на силу удара, и тогда эта разница будет нивелирована. Я же рассуждаю с точки зрения стандартной прокачки. Но, что мне показалось также интересным, это, наверное, чуть ли не единственная версия, речь идет о новой карточке, которая получила изменения в весе модельки. То есть вес модельки 19-летнего Месси отличается от всех предыдущих карточек, и мне кажется, что это также может сыграть свою роль. Моделька будет чуть-чуть полегче, с хорошими цифрами, с монументальным дриблингом, и эта моделька ощущаться будет прям как пушинка, бегущая пушинка. Поэтому, если этот Месси может стать первым аргентинцем в вашем составе, то вариант, конечно же, неплохой. Если же есть прошлогодняя карточка, то я бы за ней не советовал идти. А вот и второй высокорейтинговый игрок этого пака, это, конечно же, другой игрок каталонской Барселоны, а именно Йохан Кройф. Центральный нападающий со стилем оттягивающийся форвард. И здесь получается интересная ситуация, ибо представлен Йохан Кройф именно как игрок для завершения, тогда как его навыки отсылаются скорее к подыгрышу и к распасовкам, то есть это монументальный дриблинг и также феноменальные пасы.
ходы. Но если мы посмотрим на цифры, то в принципе можно заметить, что упор идет именно на атакующую составляющую. Это и высокие цифры умения атаковать, и высокая реализация, и хорошая подкрутка, разве что немножко подкачала сила удара. Но в любом случае, если вы еще ни разу не играли за модельку Кройфа, то могу со всей ответственностью заявить, что Кройф это почти такой же универсальный боец в атаке, как и Гуллит. У Гуллита разве что арсенал чуть-чуть побольше, и моделька чуть-чуть поимбовее, но я бы смело мог поставить Кройфа почти в один ряд с тем же самым Гуллитом. Настолько он здорово ощущается в атаке, и неважно, где вы будете его заигрывать, центральным нападающим, оттянутым форвардом или атакующим полузащитником. Эрик Кантона — мой отдельный любимчик до недавнего времени, ибо до обновления игрового процесса eFootball в середине прошлого сезона он был несменным игроком моей основы. Во многом благодаря тому, что у него такая слегка тяжеленькая моделька, которая позволяла бороться, бодаться за мяч. И при этом он также хорош был и в дриблинге, и отпасоваться мог, и сам пробить. То есть почти так же, как и Гуллит, он был хорош во многих аспектах, что и подтверждают его цифры. Неплохие цифры умения атаковать, хорошие такие цифры взаимодействия с мячом, неплохая реализация, высокая сила удара, прыгучесть, конечно, скромненькая, но рост, я думаю, вывозит. Поэтому слабым местом нового Кантона я бы, наверное, назвал скорость, ибо ускорение-то у него неплохое, а вот скорость даже до бирюзовой зоны не дотягивает. И, конечно же, стиль. Предыдущие карточки Кантона были представлены как оттягивающийся форвард, а вот Лис, ну, фрукт своеобразный, скажем прямо. Роберто Карлос, стоит ли про него говорить что-нибудь вообще? Я думаю, по цифрам и так понятно, что это не столько про оборону, сколько про поддержку из обороны в атаке. Как и всегда, высокие цифры скорости ускорения, баланса тела, выносливости, оборонительные цифры в зеленой зоне и, в принципе, неплохие навыки. Фортресс и острые навесы. Франко Барези как будто бы из того же числа, ибо он светился и в донатных паках, хоть и не так часто, но и был частью бесплатных раздач для фри-ту-плейщиков. Поэтому велика вероятность того, что большинство из вас знакомы с его моделькой, если хотя бы не напрямую, не то чтобы прям играя за него, то хотя бы наблюдая за ним со стороны, когда он попадался в составах у ваших соперников. Хорошие цифры скорости ускорения, прыгучесть, устойчивость, сумасшедшие цифры оборонительные, но рост. Но здесь забавная ситуация, ибо с его-то ростом у него, опять же, высокие цифры прыгучести, игры головой, хотя нет, ладно, игра головой не такая уж и высокая, но прыгучесть у него достойная, и при этом в качестве дополнительного навыка ему дали воздушный форт, поэтому будет вдвойне интересно посмотреть, насколько высоко он будет выпрыгивать против дылд в лице каких-нибудь Гуллитов, Роналду, Коллеров, Дрогба, еще кого-нибудь, но как минимум зрелище будет точно занимательное. Деннис Беркамп, тоже интересный фрукт на самом деле, и цифрами его наградили достаточно сбалансированными. Центральный нападающий со стилем оттягивающийся форвард, хорошие цифры умения атаковать, реализацию, с мячом дружит, пас отдает, поворотом бьет, разве что на втором этаже чуть-чуть слабоват и не такой быстрый, как того хотелось бы. Поэтому Беркамп это не столько про то, чтобы создавать что-то самостоятельно, сколько про то, чтобы подыгрывать. И вот он, Джон Аши. Наверное, темная лошадка этого пака, поскольку это будет его дебют в рамках eFootball. И опять же могу только с сожалением отметить, как же жалко, что он дебютирует именно в этом паке. Но на бумаге он выглядит даже еще интереснее, чем я мог это предположить. Опорник со стилем разрушитель, что позволяет заигрывать его аж на целых 3 позициях: ЦЗ, ОПЗ и ЦПЗ. Так и более того, он доступен также на позициях правого и левого защитника. Так и более того, моделька у Аши достаточно высокая, а длина ног почти такая же, как и у Патрика Вейра. То есть Джон Аши становится также одним из тех игроков, у которых достаточно широкое покрытие. То есть длинная моделька плюс длинные ноги. И получается покрытие, ну, достаточно сумасшедшее. Ну и это еще не все. Угадайте, какой у него навык? Длинные перехваты. Ну, то есть, по сути, Джон Аши — это буквальное воплощение того, как мог выглядеть последний Патрик Вейра, если ему также дали бы те же самые длинные перехваты. Ведь, повторюсь, ноги такие же длинные, моделька тоже высокая и плюс еще длинные перехваты.
И я клянусь, если кто-то будет прям крутить пак до талого, чтобы забрать ирландца, я думаю, он будет то еще занозой в заднице в составах у соперников, ибо на бумаге выглядит как полноценный ебака. После того, как я ознакомился вместе с вами со всем представленным паком, с каждым из представленных игроков, лично у меня не появилось желания идти за кем-нибудь из этого набора, но стоит отметить, что пак не настолько безнадежный, а во многих аспектах даже лучше того, что был в прошлом году. Ведь в прошлом году, если вам выпал кто-то кроме Бейла, то в основном это был мусор. А тут и имбовый Кройф, и неплохой Кантона, и интересный Джон Аши, который в потенциале также может стать метой. Ну и конечно же Анкара Месси.